Здравствуйте, уважаемые зрители канала! В декабре и январе обычно стартуют продажи луковиц гладиолусов, поэтому тема этого видео – гладиолусы. Поговорим о покупке, посадке, уходе, подкормках и выкопке. На календаре 2 декада декабря, и только-только я выкопала свои луковицы гладиолусов, которые росли в открытой почве. Я их рассортировала, просушила и отправила на хранение в сухое прохладное место. Ну а теперь пришло время снова выбирать луковицы гладиолусов для посадки. Лучшие сорта, крупноцветковые гладиолусы, махровые или гофрированные гладиолусы, декоративные, миниатюрные. В общем, надо определяться с выбором перед тем, как откроется сезон продаж. Думаю, вы знаете, что гладиолус имеет еще одно название – шпажник. Это многолетнее растение из семейства ирисовых, но у нас это однолетник, потому что в нашей зоне зимостойкости, а я живу, например, в зоне 5Б, он требует выкопки на зиму. Природный ареал этих невероятно красивых цветов – это тропические и субтропические районы Африки, Средиземноморья, Средняя Европа и Средняя Азия. Встречаются они даже в диком виде и в Западной Сибири. Любят они тепло, к морозам не приспособлены. Клубни луковички у гладиолуса возобновляются каждый год. Посадите, и сверху над этой старенькой луковичкой вырастет такая же новенькая. Поэтому выбирайте при покупке для посадки крупные луковички. И цветок будет полноценным, и луковичка на следующий сезон посадки останется крупной. В мире существует на сегодня около 5000 сортов этих красивейших цветов. Однако их сортность сохраняется плохо. Из-за вегетативного способа размножения луковичками в среднем сортовые свойства растения клоны сохраняют 10 лет, а далее нужно обновлять посадочный материал. Поскольку декабрь и январь – это самое оптимальное время для заказа луковиц, гладиолусов, поскольку выбор огромен, только-только начинаются продажи, и есть луковицы самых разных размеров, от 8 до 16 по калибру луковиц, то самое время вспомнить о нюансах посадки, выращивания и выкопки, потому что уже в апреле начнется такой важный сезон посадки. Дешево купить луковички гладиолусов можно у оптовых продавцов семян. Обычно посадочный материал завозят уже в феврале оптом, что хорошо сказывается на их цене. У меня уже есть собственные луковицы гладиолусов. В прошлом году весной я высаживала несколько сортов голландских гладиолусов. Сейчас покажу, как это было. Первым делом я распаковала полученный посадочный материал, чтобы избавиться от гнили и больных гладиолусов. Затем я почистила каждую луковицу от шелухи и еще раз внимательно осмотрела каждую луковичку гладиолуса на предмет здоровья. Также необходимо обработать гладиолусы фунгицидом перед посадкой. Заказывая или осматривая луковицы гладиолусов, обязательно обратите внимание на их размер. Большие и плоские луковицы размером 14-16 самые дорогие и самые взрослые. Они обычно могут дать меньше деток, чем средние. Размер 10-12 и 12-14. Есть еще и маленькие, размером 8-10.
обязательно проведите скрупулезный осмотр. Пораженные гнилью участки следует аккуратно удалить, а на срез нанести или толченый активированный уголь, или раствор фунгицида, или немножко зеленки. Для ускорения цветения луковицы гладиолусов перед посадкой обычно немножко проращивают. На проращивание уходит около месяца. Чтобы луковички гладиолуса проросли, их нужно положить на ровную поверхность в теплом месте. Как только покажутся ростки и погода позволяет, угроза возвратных заморозков миновала, можно будет перейти к высадке гладиолуса в открытую почву. Поскольку шпажник, как правило, растение довольно высокое, луковицы следует размещать на глубине около 15 см. Высаживать можно и куртинами, и в один ряд, или в несколько рядов. За весь период вегетации гладиолусы нуждаются в периодических подкормках. Обычно их 3. Первый раз нужно подкормить при появлении 3 листов, второй раз, как только появятся бутоны, а третий после цветения. Состав удобрения для подкормки можете посмотреть в моем видео о крокусах. Он абсолютно аналогичен. Ну, а теперь самое время подготовиться к выбору сортов гладиолусов для посадки весной. В следующем видео я покажу, какие сорта выращивала в этом сезоне и какие заказала для пополнения своего ассортимента. Ведь когда луковицы гладиолуса выбраны и вполне понятен весь процесс подготовки и посадки, то самое время сделать заказ и ждать доставку. 17 июля. А у меня на сегодня пока все. Спасибо за просмотр и подписку. Напишите в комментариях, выращиваете ли вы гладиолусы. Если да, то какие сорта вам больше всего по душе. Мирного неба! Скоро увидимся!